никогда в жизни думал, что мне придется в таком, по крайней мере, возрасте, в котором я сейчас нахожусь, только что пережив свое 50-летие, обратиться по существу к мемуарной какой-то части, причем к части трагической, во многом запутанной и непонятной. Но произошли такие события такого масштаба и такого участия людей противоречивых интересов, и столько здесь различных толкований потому, что произошло, как произошло, что, наверное, это в какой-то степени мой долг рассказать о том, что я знаю, как понимаю, как видел происходящие события. 26 апреля 1986 года была суббота, прекрасный день. Естественно, по складу своего характера, по многолетней воспитанной привычке, я вызвал машину и поехал в этот спортивный хозяйственный актив. Немедленно я покинул актив, сел в машину и уехал к себе в институт. Я пытался найти там кого-то из реакторщиков. С большим трудом мне удалось найти начальника отдела, который разрабатывал и вел станции с реактором типа РБМК, а именно такой реактор был установлен на Чернобыльской атомной электростанции. Со станции ночью пришел тревожный сигнал, шифрованный 1, 2, 3, 4, что означало, что на станции возникла ситуация с ядерной опасностью, радиационной опасностью, пожарной опасностью и взрывной опасностью. Уже со станции стали поступать сигналы о том, что реактор, он, в общем-то, управляем. Операторы пытаются ввести его охлаждение, но, говорили, что там дело плохо. Вспоминаю сейчас эту дорогу, и я должен сказать, что тогда мне и в голову не приходило, что мы двигаемся навстречу событию планетарного масштаба, событию, которое, видимо, навечно войдет в историю человечества, как извержение знаменитых вулканов, скажем, гибель людей в Помпеях или что-нибудь близкое к этому. В дороге мы еще этого не знали, мы просто думали, какого же масштаба работа нас ждет, просто или сложно будет там на месте. В первом же полете было видно, что реактор полностью разрушен. По характеру разрушения мне, например, было видно, что произошел объемный взрыв, и мощность этого взрыва порядка, так по опыту из других работ, как я мог оценить, от 3 до 4 тонн тринитротолуола в тротиловом эквиваленте, если его можно было оценивать. На крышах машинного зала, на площадке территории валялись куски графитовых блоков, либо целиковые, либо, разрушенные. Виднелись довольно крупные элементы тепловыделяющих сборок. И довольно быстро были определены мощности излучения в различных точках. Было видно, что активности вышла наружу для 4-го блока достаточно много. Но первый вопрос, который всех нас волновал, был вопрос о том, работает или не работает реактор или часть его. Мне пришлось на этом бронетранспортере подойти к реактору, разобраться и убедиться в том, что наработки короткоживущих изотопов йода не происходит, и, следовательно, реактор не работает, он находится в подкритическом состоянии. Когда я разговаривал с Андреем Петровичем Александровым, он очень долго не понимал, зачем и почему нужен свинец. Первые оценки, прикидки, которые были мной сделаны, я пришел, и, первая партия свинца была заказана 200 тонн. И я сказал Борису Евдокимовичу, что 200 тонн, конечно, никаких проблем не решает. По-настоящему нужно было бы, не страшно эту цифру было называть, 2000 тонн свинца ввести в чрево разрушенного реактора. Он выслушал меня
Мне казалось, эта цифра очень большой и трудной для государства за какие-то сутки доставить, там двое суток, скажем, такое количество. И как потом узнал, я спустя сутки он тут же заказал 6 тысяч тонн свинца, потому что полагал, что, может быть, и в расчетах мы ошибаемся, и считал, что в данной ситуации лучше избыток. Решение-то по этой схеме принималось прям 26-го вечером, а реализовывалось оно с 26 и по 2 мая включительно. Вот основной период, когда осуществлялся очень интенсивный заброс всех материалов. После 2 мая заброс был прекращен, несколько дней была пауза. Затем где-то после 9 мая, когда при облетах 4-го блока было обнаружено пламенеющее пятно, значит, то ли графитовой кладки, то ли какой-то металлической конструкции, достаточно высокотемпературная, туда было сброшено еще 80 тонн свинца. Это был последний массированный сброс материалов в зону 4-го реактора. Организовано так, как, знаете, в хорошем научном коллективе. Первое – внимательное изучение информации. Желательно из информации, получаемой из разных источников. Евгений Павлович Велихов, видимо, насмотревшись кинофильма «Китайский синдром», приехал с опасением, что эти барбатеры нижний и верхний будут проплавлены, и что, значит, какая-то часть топлива может попасть в землю и дальше, проплавляя землю, дойти до водоносных слоев. Водоносные слои под Чернобыльской атомной станцией, и в этом смысле она, видимо, была очень неудачно подставлена, располагались на глубине 32 метра. И, конечно, даже если какая-то часть только топлива попала бы, значит, туда, то возникла угроза бы заражения достаточно большого бассейна, питающего заметную часть Украины радионуклидами, находящимися в этой массе топлива ядерного. Вероятность такого события представлялась чрезвычайно малой, но, тем не менее, как превентивную меру, после некоторых колебаний все-таки приняли. И хотя большая часть специалистов, конечно, сомневалась в необходимости крупномасштабных работ такого сорта, тем не менее Евгений Павлович настоял на том, чтобы, так сказать, вот нижний поддон под фундаментной плитой реактора был сооружен. Для этого очень активно работали шахтеры. Мне было ясно, что предстоит провести огромное количество необычных работ по сооружению укрытия 4-го блока. Рассчитывались различные инженерные варианты, а мы уже там на месте начали просчитывать первые варианты сооружения купола над разрушенным блоком. Впоследствии эта работа была поручена заместителю председателя Совета министров товарищу Баталину, а впоследствии само сооружение было поручено Министерству среднего машиностроения. Во второй, по-моему, день я предложил сразу же организовать информационную группу в составе правительственной комиссии, пригласив в нее, значит, там 2-3 опытных журналистов, которые получали бы информацию технического, медицинского, радиационного характера от специалистов в том объеме, в котором это было необходимо, и выпускать ежедневные, а может быть и несколько раз в сутки соответствующие пресс-релизы, которые могли бы передаваться в ТАСС, в газеты, по телевидению, что, как происходит, какая обстановка, как вести себя населению. Это разъяснить, что ж такое эти самые БЭРы, миллирентгены, но это почему-то не было принято. Оказалось, что готовой литературы, которая бы могла быстро быть распространена среди населения, объяснить, какие дозовые нагрузки для человека являются спокойными относительно, какие дозовые нагрузки являются чрезвычайно опасными, как вести себя в условиях, когда человек находится в зоне повышенной радиационной опасности, системы, которая бы могла давать грамотные советы, что мерить, как вести себя с овощами, фруктами, скажем, поверхность которых могла быть заражена бета или гамма или альфа излучателями. Вот вся эта литература оказалась в полном отсутствии. После приезда в зону бедствия
товарищей Рыжкова и Лигачева были допущены журналисты, и большая армия там появилась. Но я видел своими глазами, как они подбегали либо к наиболее известным людям, которые там находились, брали их за пуговицу и брали какое-то частное интервью по какому-то конкретному вопросу. Большую часть времени они проводили, конечно, на местах, разговаривали с людьми, которые эвакуировались, или с людьми, которые вели работу на 4-м блоке, или вели работу по дезактивации. И эта информация передавалась в эфир. Вот идут такие-то блоки, героически трудятся там шахтеры. Но при этом отсутствовала информация, а каков уровень радиации там, где они работают, а что происходит рядом в Брестской области. То, что было ими собрано, и то, что было ими напечатано, конечно, в историческом, в архивном смысле имеет колоссальное значение, как живой документальный материал. И он является необходимым и обязательным. Но при этом, из-за того, что информация каждый раз подавалась в неком частном виде, в целом картина ежедневно, а может быть или хотя бы еженедельно по состоянию событий, вот такой целой картины страна не получала. Что касается физики и техники реакторов, то это была запретная для меня область как по собственному образованию, так и по табу, которое было наложено Анатолием Петровичем Александровым, его подчиненными, работающими в этой области. Они не очень любили вмешательство в свои профессиональные дела посторонних лиц. Ну, поскольку уж я коснулся реактора, то, может быть, наступил тот самый момент, когда можно высказать, как я понимал, историю и качество развития атомной энергетики, и, как я это понимаю сейчас, редко кто из нас по-настоящему откровенно и точно на этот счет высказывался. Вертолетчики нашли способ действий своих очень такой эффективный, что ли, расположив наблюдательный пункт на крыше здания райкома партии в городе Припять. Оттуда они наводили на цель экипажи, которые находились над 4-м блоком. Я должен сказать, что эта работа, в общем-то, была небезопасной, потому что нужно было зависеть, сбросить большую тяжесть, уйти вовремя, не получив избыточных доз излучения, и главное попасть в цель. Вот все это было отработано. Если мне память не изменяет, цифры были такие, значит, десятки тонн в первые сутки были сброшены, значит, сотни тонн, потом пошли вторые и третьи сутки. И, наконец, майор Антошкин, он как-то нам на правительственной комиссии вечером рапортовал о том, что за одни сутки было сброшено 1100 тонн материалов. Кроме того, периодически проводящаяся смена состава правительственных комиссий приводила к тому, что, скажем, один состав закажет какое-то количество реагентов, сорбентов, нужных материалов, а вторая команда, приезжающая, начинает действовать по несколько другой схеме, и на приемных транспортных путях скапливалось достаточно большое количество неразгруженных вагонов. Стали возникать такие материально-хозяйственные вопросы. На наиболее загрязненных участках это, конечно, прежде всего механический сбор наиболее зараженных частиц. Этот механический сбор при разных попытках использования, скажем, роботов, закупленных в том числе и ФРГ, оказался неудачным. Поэтому в конечном счете наиболее удачным способом оказались, скажем, бульдозеры дистанционно управляемые или просто бульдозеры, скрейперы, такие наши обычные, значит, обычная техника, кабина которых была надежным образом освинцована, и водитель защищался, находясь внутри кабины. Вот на первых этапах это оказалось наиболее эффективным способом, когда с помощью обычной техники, но при надежной защите человека, находящегося, управляющего этой техникой, удалось собрать и захоронить наиболее грязные частицы, наиболее, так сказать, опасные загрязнения. Химические составы, наиболее интересными из них оказались составы, предложенные корреспондентом Виктором Александровичем Кабановым, испытанные ранее в районах полевых бурь в Средней, скажем, Азии. Составы, которые способны были закреплять
частицы почвы, но в то же время пропускать влагу и позволять подпочвенному слою жить нормальной жизнью. Вот эти испытанные составы оказались удачными. Самые тривиальные методы очистки имели тоже большое значение. Постоянное мытье дорог, создание пунктов дезактивации техники и людей. Это все по мере развития событий становилось все более широко используемым и все более организованным. Правительственная комиссия первого состава выехала, но меня и Сидоренко оставили для того, чтобы я заканчивал работы по дезактивации. 4 мая меня разыскали. Оказывается, меня вызывали в Москву на заседание Политбюро на 5 мая. После заседания Политбюро мне позвонили от Щербины и сказали, что все-таки по просьбе Силаева, с которой он обратился к генеральному секретарю, мне нужно выехать обратно в Чернобыль, потому что, значит, односторонние действия Велихова, который там оставался по каким-то причинам, но беспокоили Ивана Степановича. Трижды мне по телефону приходилось с ним разговаривать там, находясь в Чернобыле. Все это носило довольно странный характер. Михаил Сергеевич минут 3-4 говорил, что ж там делается, значит, меня эти проблемы очень волнуют. Уже имя Горбачева начинает во всем мире трепать в связи с этой аварией. Поднялся массовый такой психоз. После того, когда побывал на Чернобыльской станции после аварии, когда познакомился со всем, что там происходит, для себя я лично сделал точный и однозначный вывод, что Чернобыльская авария – это апофеоз, это вершина всего того неправильного ведения хозяйства, которое осуществлялось в нашей стране в течение многих десятков лет. И все это было сделано, конечно, во имя того, чтобы увеличить производительность труда, больше швов варить. И такая халтура, которая просто поразила, я помню, наше воображение. Случай, например, на Кольской атомной станции, когда главный трубопровод, наиболее ответственный трубопровод, значит, по сварному шву, вместо того, чтобы нормальным образом осуществить сварку, сварщики заложили просто, значит, электрод, и потом слегка его приварили. И, конечно, это могла быть страшная авария, разрыв большого трубопровода, значит, ВВРовского аппарата, это самая крупная авария с полной потерей теплоносителя, с расплавлением активной зоны и так далее. Хорошо, что персонал, как мне говорил потом директор Кольской атомной станции Волков, был так вышкален, чтобы быть внимательным и, значит, точным, потому что свищик первый, который был замечен оператором, его ты в микроскоп не видишь. Помещение шумное, каких-то звуковых сигналов тоже можно было не услышать. Тем не менее, этот оператор был настолько внимателен, что заметил аномалию на этом основном сварном шве, начались разбирательства, выяснили, что это просто халтурно была. Значит, ответственный трубопровод халтурно заварен. Стали документацию смотреть, там вроде и подписи есть. При проверке документации оказалось, что и подписи, не только подписи сварщика есть, что он качественно сварил шов, но и подписи гамма-дефектописта, который проверил этот шов которого не существовало в природе. Потом проверялись на многих станциях эти же участки, эти же сварочные швы, и не везде все было благополучно. Политика нашего государства не придавала особого, значит, значения развитию атомной энергетики, потому что считалось, что на органических источниках топлива мы все свои промышленные задачи сможем решить. Но когда стало ясно, что развивать промышленность на органических источниках и дорого, да и практически просто невозможно, и что нужно, значит, вводить ядерные источники в эксплуатацию, то делать это пришлось самым таким быстрым темпом. И вот в этот момент была совершена ошибка в подходе в нашем к обеспечению безопасности. Подход к обеспечению безопасности любого технологически сложного и потенциально опасного объекта должен состоять из 3 элементов. Первый элемент – это сделать сам объект, в данном случае, скажем, атомный реактор, максимально безопасным. Второй элемент обеспечения безопасности – это сделать эксплуатацию этого объекта максимально надежной, максимально безопасной.
слово «максимально» никогда не может означать стопроцентную надежность. Исключить полностью человеческие непреднамеренные, а может быть даже и преднамеренные ошибки тоже совершенно невозможно. Философия безопасности требует обязательного введения третьего элемента, который допускает, что все-таки авария произойдет. И радиоактивность, скажем, или какое-нибудь химически опасное вещество за пределы аппарата выйдет. И вот на этот случай обязательным элементом является упаковка опасного объекта, значит, в такое устройство, которое локализовало бы аварию, и чтобы при, так сказать, каких-то маловероятных, но все-таки возможных неприятностях, эти неприятности действовали, ну, как в случае, скажем, аварии на шахтах, только внутри самой шахты, не распространяясь на окружающее пространство. Вот это третий элемент. Вот в советской атомной энергетике вот третий элемент, ну, с моей точки зрения, преступно был проигнорирован. К этому времени тоже международный стандарт сложился, требующий именно трех элементов безопасности. Значит, надежный реактор, надежная эксплуатация и обязательный контейнмент. Если бы была философия, связанная с обязательностью вот контейнмента над каждым из атомных объектов, то, естественно, РБМК по своей геометрии, по своей конструкции, как аппарат, просто не мог бы появиться. Факт появления этого аппарата с точки зрения международных и вообще, так сказать, нормальных стандартов безопасности был незаконным. Но кроме этого, и внутри этого аппарата были допущены три крупные конструкторских просчета. Первый заключался в том, что, как требовали международные стандарты и как требует, в общем-то говоря, здравый смысл, системы аварийной защиты должны быть по крайней мере две. Причем одна должна работать независимо от оператора. Должна автоматически останавливать реактор. Вот реактор РБМК не был снабжен такой второй, независимой от действия оператора защиты. Это, в общем-то говоря, крупная ошибка. Скажем, если бы ее не было, конечно, Чернобыльской аварии бы не было. И, наконец, третья конструкторская ошибка, которую даже трудно объяснить, заключалась в том, что системы аварийных защит были доступны персоналу станции. Вот, скажем, не было ни специальных шифров, ни сдваивания систем отключения защиты, которые, в общем-то, работают на ракетных комплексах, в ядерном оружии. Вот этого ничего не было использовано. Это, конечно, представляется удивительным и странным. Конечно, ошибки, которые совершили операторы, не общеизвестны, ошибки сами по себе являются чудовищными. Поведение руководства станции является трудно объяснимым. Наказание виновников этой аварии прямых является правильным. Но главная причина, даже не вот ошибки в конструкции реактора, которые тоже, конечно, имели место, и за которые придется и, наверное, отвечать соответствующим специалистам. Но главная причина – это есть нарушение основного принципа обеспечения безопасности таких аппаратов. Размещение опасных аппаратов обязательно в каких-то капсулах, которые ограничивают возможность выхода активности за пределы самой станции, самого аппарата. Нужно размышлять над какими-то специальными мерами локализации аварий для тех 28 аппаратов, которые не имеют контейнментов. Поскольку экономически и технически невозможно построить над ними колпаки, и вот над нетрадиционными динамическими методами локализации возможных аварий на таких объектах нужно сегодня задуматься, но это главным образом советскому сообществу, потому что это проблема наша.